Executive Search – это очень дорогая услуга. Дорогая по сравнению с чем? По сравнению с обычным рекрутингом. А по сравнению с той прибылью, которая принесет вам новый SEO. Ну, мы так не считали. Это был короткий отрывок из наших переговоров с клиентами. Добрый день, с вами Андрей Якунин, и это канал для и про топ-руководителей директория. Сегодня поговорим про условно жадных собственников. Рассмотрим практически реальный кейс из практики Executive Search. Обсудим, какие потенциальные возможности упускают бизнесмены. Досмотрите этот ролик до конца, чтобы иметь возможность взглянуть на бизнес вашей компании со стороны. Примерить этот кейс на свой бизнес. Это будет интересное видео. Поехали! Этот ролик записан по следам недавнего выступления на одном из бизнес-форумов. Вопросы участников интегрированы в этот выпуск. Они точно добавили пользы для зрителей. История локального анти-бенчмаркинга. Небольшой дисклеймер. Хочу с самого начала извиниться за обтекаемость формулировок, ведь корень нашего бизнеса – это конфиденциальность наших проектов. Клиенты доверяют нам множество щепетильных тайн. Мы являемся доверенными советниками Trusted Advisors. История будет без названий конкретных компаний. Мы чрезвычайно рады, когда сами клиенты рассказывают об успешных проектах с нами, но сами не часто афишируем наши проекты публично. Надеюсь, вы не будете категорически против. Расскажу о неудачном кейсе в нашей практике. Он будет больше не про то, как правильно искать SEO, а про возможность поизучать чужой бизнес. Чужой бизнес изучать не так больно. В бизнес-школах мы все с большим удовольствием препарируем кейсы известных компаний. Разберем факап. Мы встречаемся с собственником действительно крупной финансовой организации в нашем регионе. Встреча уже не первая. Подписаны меморандумы, подписан Non-Disclosure Agreement. Первичные встречи были с вице-президентом по HR. Потом одна встреча с собственником, где много говорили про нас, наш опыт, кейсы и рекомендации. Короче, некий уровень доверия уже существует. Нужно добавить, что компания ранее никогда не работала с Executive Search. Так сложилось, что все руководители либо выросли внутри этой структуры, либо пришли по рекомендациям от друзей и знакомых. Естественно, часть руководителей – это родственники собственника. И вот на большой основной встрече хозяин делится с нами такими вводными. Андрей, я являюсь собственником и председателем правления. Оперативно же бизнесом управляют два моих зампреда. Хорошие ребята, давно с нами, но по-честному и между нами воруют. Выдохнул он после неловкой паузы. За руку не ловил, но их взаимодействие с госфондами, госпрограммами, прорывными проектами плохо выглядит. По моим скромным оценкам, это от $1 миллиона в год на каждого. Хочу найти иностранного CEO, который будет дорожить репутацией и сможет навести порядок в моем хозяйстве. Предыдущая репутация и готовность работать честно далее критично важна. Сможете мне помочь с этим? Естественно, отвечаем мы, это же наш бизнес, и расспрашиваем его о множестве деталей, связанных с возможным проектом и профилем потенциального кандидата. Попутно приходим к тому, что он готов смотреть человека из Восточной Европы, желательно со знанием русского языка, для возможности общения с разными подразделениями клиента и предпочтительно с опытом работы в СНГ. Отдельным пунктом выяснили, что есть большое желание вывести компанию на IPO и заработать не менее $1 миллиарда. И это не просто фантазии зеленого стартапера. Судя по разговорам, для этого есть все предпосылки, и этот новый SEO и должен сделать эту мечту явью. Доходим до обсуждения потенциальной стоимости такого руководителя. Допустим, в его случае это было плюс-минус $450 тысяч в год. Больше, меньше, неважно, сумма для примера. Собственник пытается торговаться с нами, снизить стоимость кандидата. Но обсудив, что это не наш товар, на который мы можем дать скидку, это рыночная стоимость подобного кандидата, по нашим оценкам, мы переходим к гонорару консультанта. Стандартная мировая практика вознаграждения Executive Search агентств составляет треть от совокупного годового дохода кандидата – 33%. Возможны различные договоренности и отклонения от этой нормы, но ориентир везде один. Хоть в США, хоть в Европе, хоть в Азии – треть от совокупного годового дохода. И вот на этом моменте у нас застопорились все переговоры. Собственник говорит: Андрей, это нереально большие деньги. Ну ладно $10 тысяч, ну ладно 20, но $150 тысяч. Он замолчал на пару мгновений. Я принципиально не могу заплатить такие деньги за поиск CEO. Мое внутреннее зеленое земноводное не даст мне это сделать. Со смехом, но и с возмущением поделился он с нами. Мы с ним еще полчаса или минут 40 обсуждали его кейс. Человек прекрасно понимает, что он теряет минимум пару $1 миллионов на каждом из зампредов. Понимает, что ему нужен проверенный руководитель с блестящей репутацией для управления бизнесом и реформирования его структуры.
Когда мы собирались уходить, он поделился со мной. Я сам понимаю, что выгляжу со стороны жадным и нелогичным. Но тут как про журавля в небе и синицу в руках. Не могу ничего с собой поделать. Возможно, мне нужно переварить эту новую для меня ситуацию и потом принимать решение. На этом мы расстались. Собственник не готов платить за поиск такого уникального человека. Почему-то 20 тысяч долларов ему кажется справедливо за человека, управляющего миллиардными оборотами его компании, а 150 тысяч долларов неприемлемо. С одной стороны, миллионы долларов, исчезающие из его бизнеса, с другой стороны, треть от годового дохода за нахождение уникального управленца. С одной стороны, желание заработать на IPO от миллиарда долларов, с другой стороны, та самая «жадность» в кавычках, про которую он сам говорил, жадность дать денег на исследование и подбор уникального CEO. Я бы сказал, что встреча закончилась со смехом, но слезами на глазах. Парадокс. Мораль истории и наши рекомендации. Давайте поделюсь с вами, что это не самая редкая ситуация в наших краях. Если вдруг вы узнали себя в этой истории, ничего страшного. Медленно, но верно мы идем к пониманию и умелому использованию правильных инструментов в подборе топ-менеджеров. Медленно, но все же развиваемся. Бизнес, относящийся к формированию команды топ-менеджеров серьезно, регулярно планирует, бюджетирует расходы на профессиональное привлечение лидеров, проводит переговоры и заключает рамочные контракты с консультантами, проводят тендеры на выбор партнера по поискам первых руководителей и критически важных сотрудников. Это не сопутствующий процесс, когда говорят штатному рекрутеру: «Эй, посмотрите там в вашей базе резюме толкового топа». Приведу такую аналогию. Большинство крупных серьезных бизнесов работает так с рекламными и коммуникационными агентствами. Планируют, защищают бюджеты, проводят конкурсы, погружают партнеров в свои стратегические планы и так далее. Теперь вопрос. Внимание! Чем поиск CEO хуже маркетинговых активностей компании? Получается, рекламе уделяем пристальное внимание, а к поиску CEO относимся по достаточно остаточному принципу. Я, конечно, немного передергиваю, но посмотрите на это сравнение, ведь много о чем можно задуматься. Если вы нанимаете высокопрофессионального CEO, доверяете ему многомиллиардные бизнесы, то логично, что делать это нужно с соответствующими подходами, и стоимость этих услуг отличается от стоимости подбора главного бухгалтера или руководителя отдаленного филиала. Не в обиду главным бухгалтерам и руководителям отдаленных филиалов. Вернемся к нашему кейсу. Если я не ошибаюсь, те два зампреда продолжают работать. Мысль о поиске нового CEO из Европы так и затерялась в тактических заботах бизнеса. Большая идея о выходе на IPO и миллиарды долларов, по крайней мере, пока отложена на дальнюю полку. Предположу, что эта история вызвала у вас вопросы и интересные идеи. Делитесь ими в комментариях, обязательно обсудим их. Мне будет точно интересно ответить каждому из вас. Дорогие друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до самого конца. С вами был Андрей Якунин и канал для и про топ-руководителей Директория. Всем спасибо, всем успехов, пока! Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.